Светит солнце, но проблемы не нам. Так, куда я приехал? Мы находимся в поселок Небуг, Краснодарский край. Рядом с нами находится море. Вот, и мы прилетели в клинику академиков Картавенко, которые занимаются лечением остеохондроза, позвоночника, внутренних органов. Ну, короче, чтобы я был как огурчик, просыпался без будильников, высыпался за 5-6 часов, избавился от этого эмоционального выгорания, депрессии, лени, чтобы я вышел отсюда и был вообще здравым молодцом. А самое главное, они здесь лечат без лекарств, без хирургии, без операций. И на самом деле мне самому стало интересно, как это все работает и работает ли вообще. И мы как раз таки посмотрим на эту секретную закрытую лабораторию, клинику, познакомимся с Виктором Картавенко. И в этом видео вы узнаете, как вы можете также самостоятельно решить какие-то свои вопросы. И, возможно, потом захотите сами приехать в это место. Ну что, погнали? Так, заходим, значит, да? Там сейчас нас будут встречать. Так, все, Татьяна, приветствую, приветствую. Что? Есть немного. Номер готов, приводи себя в порядок и будем заниматься делом. Что мы имеем? Стол имеем, стул имеем, холодильник имеем, шкаф имеем, халаты имеем, полотенце имеем, вешалки имеем. Ого! Так, слушай, ну такая не маленькая, да, ванна. Все, ванна есть, смотри, тропический душ есть даже, смотри, ого, молодцы, смотри. Шампуни, мампуни надо будет домой забрать. Так, нифига, ты понял? Посмотри. Ты видел вообще это? Ты видел, что за люкс? Помыл, вытер. Смыл. Чисто. А ну что за вид? Пойдем вид. С этой стороны, короче, лес, горы, с другой стороны море. Понятно, да? О, это бассейн в тот, который мы прыгали. Так, вот он здесь. Так, давай сейчас проверим матрас. Да, как говорится. И так удобно. И так удобно. Номер у нас где-то 20 квадратных метров получается. Так, ну что, ладно. Время обеда. Да, мы же к обеду приехали. Такой прикидончик. Оп. Оп. Нормально. Так. О, ты себя привел в божеский вид. Все, Ну ты знаешь, мы можем твою одежду быстренько постирать, посушить, Да. привести в порядок. Давай, конечно. Да? О, ништяк. Давай. Сейчас, 5 сек, Дэн, стой здесь. Few moments later. Сейчас мы тебе наведем медицинскую чистоту. О, чёрта. У нас техника серьезная, все Всё. будет в порядке. Пожалуйста, проходи. А можно это? Обедать. Обедать. О, Да, конечно. Ого. Ого. Ты понял, да? Дэн, чай налей, чай шампанского. Что мы имеем? Соус с бараниной, с говядиной. Рассольник. Рассольник на говяжьем бульоне. Фаршированный перец. Посмотри какой фаршированный. Перчик. Кстати, ребята очень заботятся, они персонально готовят каждому. Я, допустим, не ем свинину, и из моего рациона она полностью исключена. Вот. И даже если у кого-то какие-то есть моменты, кто-то лук, да, там, к примеру, не любят, могут индивидуально, в общем, здесь приготовить, и чтобы было все четко, да. И я даже слышал то, что они заморачиваются и делают еще кошерную еду, халяльную еду. Это очень круто, поэтому я прям мигом подписался сюда тоже приехать, да. Мы сейчас с Дэном пообедаем и пойдем дальше показывать вам территорию, другие корпуса, а потом уже на процедуры, где расскажем вам полезную информацию и познакомимся с Виктором и Татьяной. И посмотрим, что это у них за какие-то скрытые, секретные техники или не секретные, как вообще это работает. Поэтому давайте. А получается, это вот по этому аппарату диагностики? Да, это аппарат, который фотографирует радужную оболочку. Снимай, пожалуйста, очки. Снимаю. Мы сейчас фотографируем. Ага. Правый глаз. Нет. Оба глаза должны быть А, открыты. всё. Ты широко их открываешь, как будто Всё. удивляешься. Хорошо. Вот Ого. раз, два. Программа запоминает. И, пожалуйста, мы сейчас можем с тобой проверить
Функциональное состояние 24 органов. Видишь, вот почки, надпочечники, предстательная железа. А то, что вот мы обратно вернемся, печень 84%, это что значит? Вот здесь печень, например, 29%. Это что такое? То есть 29% это средняя такая цифра, но больше к минимуму нормы, к нижнему минимуму нормы. Некие застойные явления в печени наблюдаются, и вот как раз таки видоанализ позволяет на перспективу разобраться, что вас ожидает, например, в ближайшие полгода, в ближайший год. И вот исходя из этой всей ситуации, предложить различные подходы, различные программы лечения. И вот такую диагностику мы, как правило, выполняем в первый же день, чтобы подобрать правильно программу лечения, которая вам подойдет больше всего. И потом перед отъездом мы повторяем, а еще и в середине бывает повторяем. А еще бывает повторяем, когда какой-то особый случай или специальные задачи нужно решить по поводу изменения функционального состояния отдельных органов или систем. А вот это вот сейчас, вот если эти цифры посмотреть, это типа на сколько лет? На сколько лет? Это у нас есть мэтр, который знает, на сколько лет. Да, если вам что-то непонятно, да. дополнительную консультацию Виктора Да. Владимировича вы можете получить в его кабинете лично. Ага. На основании сегодняшних задач, сегодняшнего состояния можно, так сказать, очень легко на самом деле сделать прогноз. По 3 составляющим вещам. Вот по состоянию желчного пузыря и печени, по состоянию диафрагмы и по состоянию выделительных систем кишечника. Понимали, как это все делается. Что? Вот такое напряжение сосудов головного мозга. Пошли. Все, идем. Вот к одной из первых процедур адаптационных мы относим использование нашего авторского прибора с нашей физиотерапевтической модификацией локально-адресного ультрафиолетового облучения. Для чего нужно вот ультрафиолетовое облучение? Ультрафиолетовое облучение, локальное ультрафиолетовое облучение нужно для чего? Для того, чтобы нейтрализовать состояние или состояние недомогания в организме, вызванного или гиперфункцией тех или иных органов систем, или гипофункцией. Как в одном, так и в другом случае происходит накопление токсического материала. И ультрафиолет что И делает? ультрафиолет локально-адресный, это наша с Татьяной Владимировной разработка, локально-адресная, вот, снимает вот эти вот состояния. Так что вот, пожалуйста, вы можете даже халат не снимать. Да. Да, Через- просто ложитесь, развязывайте поясочек. Ага. Ну, проходите, раздевайтесь. Это диск MP3 флеш, что ли? Да. Так, очки. Здесь моя любимая, можете не снимать, здесь моя любимая группа стоит. Creedence Clearwater Revival. Так, вот, я захожу, значит. Да, вы себе выбираете, или я себе выбираю, или вы себе выбираете. Мы всегда рекомендуем от 45 до 50 градусов. Ну, это, в общем-то, достаточно известный метод. Метод так называемой активно-пассивной прессотерапии. Единственное, конечно, что мы попросили производителей сделать, и они потом это ввели в очень широкое пользование. Ну, можете попробовать. Да. Так, а прессотерапия, она получается... Прессотерапия представлена в 2 режимах: общего массажа и вакуумного массажа. Вот первый день это относится к такому универсальному адаптационному механизму. А что они будут делать, что это? А вы сейчас почувствуете. Не, а для чего это нужно? А вы сейчас почувствуете. Это терапия, это тренировка, это то, чего мы лишены в повседневной деятельности, физической активности, мышечной активности. Можем обездвижить человека. Можем сделать так, что то, что Раян очень часто говорит, стоит, не стоит, можем сделать так, что или будет стоять до самого утра, или он даже думать об этом не будет. Так что, чего больше хочет?
Ай! 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 Вот она, знаменитая точка Цихай. Море энергии. Воздействие на эту точку увеличивает количество энергии в животе и, соответственно, улучшает качество работы сосудов головного мозга. Метод отбивки мужской радости. Ой! Есть метод отбивки мужской радости. Когда силы пальцев не хватает иголку воткнуть как следует туда, можно вот так. Вот так вот делать и все. Я бы на самом деле еще хотел заметить, что тут очень прикольный ландшафтный дизайн, такие всякие памятники, да? Оп, там если захотел умыться, оп. С кайфом. Всякие такие штучки, как будто на Бали, знаешь, такое ощущение. Вроде как бы не сильно масштабно, но в то же время так уютно, прикольно. И самое главное, что тут практически нет людей, ну очень мало. То есть, если мы приезжаем в санаторий, то есть очень большой поток туристов, людей, очередей. А тут как бы очень спокойно, очень все персонализировано, вот, и очень как бы, скажем так, прикольно. Дэн, смотри, у нас там спортсмены, короче, да? Это спортивный уголок какой-то, да? Пойдем глянем. Хай, Алекс. Потенциал есть, нормально. Нормальный боец. Так, с Алексом я познакомился вот буквально пару часов назад. Он из Швейцарии, он банкир, и сейчас мы пообщаемся тоже с ним по поводу того, почему он сюда приезжает, зачем ему это лечение и как оно ему помогает. Почему ты каждый год сюда приезжаешь, да, вроде, ну, тебе сколько лет получается? 35. 35. 36 С какими проблемами ты сталкиваешься и вот что ты здесь именно лечишь? Почему ты сюда приезжаешь? J'ai deux problèmes principaux. Le premier va toucher à tout ce qui est de mon dos, ma colonne. J'ai beaucoup de temps. И второе – это органы пищеварения. Он говорит, что тоже есть какой-то дискомфорт иногда, особенно то, что касается кишечника. Он знает об этих своих, ну, скажем так, проблемах. И поэтому каждый год он приезжает сюда, в клинику, для того, чтобы корректировать свое состояние, себе помогать. И потом мой папа ему дает рекомендации, в том числе упражнения каждое утро и вечер, да, Алекс? Да, конечно. А такой запах какой-то. Когда такой туман контактирует с хвойными растениями определенными, они выделяют больше своих фитонцидов. Запах чувствуешь? Конечно. Хвойные растения. Что это за губка? Но мы знаем, и к нам обращается много людей с заболеванием щитовидной железы. Они, бедненькие, мучаются тем, что не могут полноценно отдыхать летом. Им нельзя находиться под солнцем. Ну а как летом не находиться под солнцем? Не будете же вы все время сидеть в номере, все равно вам хочется подышать воздухом, все равно вам хочется выйти, вы живой человек. И чтобы решить эту проблему, мы вот создали такой навес, такой купол, и вот специальное вот это покрытие, оно убирает именно агрессивный ультрафиолет, оставляет только его мягкую компоненту, и вот таким людям можно находиться на свежем воздухе даже днем, вдыхая вот такой увлажненный воздух. И это не только тренировка системы адаптации, но и дополнительный вид терапии. И какие уже результаты ты, Алекс, почувствовал? Вот то есть, вот может быть за эти дни, либо вот каждый раз ты сюда каждый год приезжаешь, как я понимаю, какие результаты, ну то есть до и после, то есть есть ли какие-то вот значительные изменения, да, вот, или ощущения, как бы ты это описал? À chaque fois que j'arrive ici, je suis toujours très fatigué, j'ai beaucoup de tension et j'ai l'impression que c'est un reset. И каждый год, когда он приезжает сюда, в клинику, в стены клиники, он чувствует, как будто он полностью перезагружается, он отдыхает здесь, он набирается сил, энергии, и самое главное, он освобождает свой организм, свою спину как раз таки от спазмов и зажимов, и свои органы пищеварения, потому что мой папа воздействует 3D методом, то есть он не только лечит спину, но автоматически он восстанавливает органы пищеварения и освобождает мышечные спазмы и зажимы. Поэтому вот мой муж,
он тут восстанавливается, заряжает батарейки, и мы приезжаем в Швейцарию, и там он с новыми силами, новым забралом начинает дальше достигать новых результатов. Раян, ну а как тебе водичка? Это ж морская вода, настоящая морская вода, подогреваемая. В любое время года можно пользоваться этим бассейном. Подожди, а откуда Мы вы морскую- пользуемся даже в январе. А морскую воду откуда берете? Получаем соль, растворяем, но мы растворяем определенную концентрацию, которая дает определенный терапевтический эффект. Ну, она как в море, да, условно? Как в море, может быть немного более соленая, может быть немного менее соленая, Ага. в зависимости от задач гостей, которые прибывают к нам на лечение. Обычно мы заранее знаем, с какими диагнозами они прибывают, какие задачи оздоровления ставят. И таким образом готовим воду. Кстати, вода очищается без хлора. Да? Это Ну, специальная технология, да, которая не вызывает ни у маленьких деток раздражения. И вот когда находишься в такой воде, печень твоя дополнительно отдыхает. Во-первых, Алекс является очень ярким образчиком того, как человек относился к своему здоровью, мягко говоря, не очень хорошо. А в силу специфики деятельности, это крупный финансовый аналитик, крупный банкир, значит, у человека были определенные, так сказать, проблемы, возникли определенные проблемы как раз таки с печенью, желчным пузырем, значит, сосудами головного мозга и, в частности, проблемы были со спиной. Значит, я в свое время модифицировал такую штуку, которая называется гальванотерапия. То есть это банальный феномен гальваники, который, вы знаете, применяется в народном хозяйстве для покрытия каких-то изделий металлом, против ржавчины, против коррозины, всех этих вещей. Вот в данном случае применяется вот таким вот образом мы сделали. Это медная, да, это анодная медь, это чистая медь. гальванотерапия. Это вообще что за процедура, зачем она делается, на что она Гальванотерапия, она направлена на то, что я же пытаюсь рассказать, что все процессы, которые сопровождаются воспалением, они сопровождаются закислением организма. То есть в тех определенных участках происходит перенакопление кислотных моментов, накопление отрицательных сигналов электрических, и для того, чтобы их быстро снять, вот. То есть мы ощелачиваем, получается? Ну, мы не только ощелачиваем, но мы снимаем боль в том числе. И за счет, мы не ощелачиваем, а мы нейтрализуем. Вот таким вот образом эти вещи делаются. Вот так. А вот это что у вас за баночки? Что такое? Вот это вот то, что вы видели у меня там в кабинете, это вот используется помимо гальванотерапии, нами еще используются, в клинике, еще используются вот такие вот методы акупунктурной магнитотерапии. Это является хорошим замещением через что вы прошли, активной рефлексотерапии. Но здесь получается 3 в 1. Здесь игла, здесь металл, в смысле здесь игла, здесь магнит и здесь вакуум. То есть мы вот таким вот образом распределяем. Опять же, видите, мы можем менять местами в зависимости от диагностики, вот, а можем, так сказать, одноканально делать вот такие вот вещи. Главный врач. Научно-практически рецензируем журнал «Технологии безопасного здоровья» от докторов Картаенко. Вот мы видим, да, Виктора и Татьяну. Вот таким вот образом происходит коррекция состояния. Решается огромное количество вопросов. You make them up. Thank you. А здесь мы тебе приготовили хамам. Посмотри, какой пар. Пар подбирается индивидуально. Ого. Специальные эфирные масла используются индивидуально для каждого пациента. Кайф. Вообще бомба. Запах пулемет. Масла, не масла, короче. Все четко. 12 минут. Процедура закончилась. Раян, пожалуйста, выходи из хамама. Пора. Выходи. У тебя Всё? сейчас, да, продолжение процедуры. В следующей комнате. Это специальная комната для проведения процедур оздоровителей, связанных с хамам-терапией. Это мраморный нагреваемый стол, О, горячая. где производятся все эти процедуры. Скрабы, обертывания, пилинги,
маски полностью на все тело. Щас Да, придут это и будут целый мне, процесс, да. Вот посмотрите туда, там у нас О. французская косметика специально для этих целей. Кайф, 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 кайф. Это реально кайф. Мы переместились во второй корпус. Тут, значит, тоже есть номера. Так, сейчас глянем. Так, вот такой у нас номер. Тут потолки чуть ниже, но они как бы такие поуютнее, да? Имеем такой балкон. Имеем такой вид. По кайфу, да, здесь? Все птички поют, да, там лягушки щебечут, кар-кар, кыр-кыр, да? Ну, здесь вот такой получается тропический душ. Ну, то есть у меня ванна, а здесь такой санузел небольшой. Но номер достаточно уютный, компактный. Прикольно. Тут тоже есть шкаф. Все, сейф, халаты, полотенца. Тут у нас получается такой одноместный номер. Балкон, в принципе, такой же. Вид у нас такой же, соседний. Вот. Санузел такой же. Но тоже уютно, прикольные такие расцветки, да. Самое главное, прикол в том, что каждый номер отличается друг от друга. То есть номера, в принципе, не одинаковые, да. Это очень круто, потому что, ну, как бы, когда ты приезжаешь там в один и тот же отель, везде одинаковые номера, то есть и нет никакой, ну, нет какой-то индивидуальности, короче, и все сразу присыщается глазу, а тут можно как бы выбрать какой-то номер по себе, именно по своему стилю. Это очень прикольно. Короче, тут у нас такая кардиозона. Вот, ну не как кардиозона, тут зона досуга больше. И как бы есть еще беговая дорожка, можно побегать. Самый прикол, короче, то что тут, когда держишься руками, то есть показывает именно какой у тебя пульс. Вот. То есть вот он, 104 удара в минуту. Вот он показывает пульс. Ну и тут, наверное, можно почитать книгу, посидеть. Вот. То есть почилить, подумать о чем-то. А здесь удобная зона для размышлений, уединения. Посидеть, почитать, размышлять, попить чайку. Да. Книжная зона, да, в общем, такая небольшая. Вот такая книжная зона. Ну так, уютно, уютно. Прикольно, что все компактно, уютно, немного людей, да, и так далее. Татьяна, кстати, вот это вот сначала я подумал, что какой-то сектантский знак, сектантский треугольник. Это что вообще? Нет, это наш логотип, логотип академика Фронтаунта, который означает, что желчь может все. Кстати, по поводу желчи. На самом деле есть интервью, да, которое можно посмотреть, которое я также брал у Виктора. О 5 видах желчи, Да, как они влияют на наше здоровье, Потому что они определяют в нашем организме, да. Потому что это очень неочевидно и непонятно, как печень может влиять там, на то, что болит шея и так далее, и так далее. Это очень прикольно. Но вот если сейчас вот именно конкретно о клинике, да, а не о самой онлайн-программе, то вот, к примеру, с какими в основном, скажем там, запросами и болезнями, проблемами приезжают, да, к вам в клинику именно? Приезжают, обращаются в основном на жалобы на боли в спине, боли в шее. И даже достаточно молодые люди в активном возрасте, которые не могут уже поддерживать тот ритм жизни, который бы им хотелось. Когда мы проводим диагностику, выясняем, с нарушением каких внутренних органов это связано, приводим в порядок эти внутренние органы и системы, и ситуация исправляется и достаточно с выраженным терапевтическим эффектом. Ну и самое главное, то, что все находится в такой достаточно зоне, интересно, как, ну, действительно, как субтропики, да, вот похоже, да? То есть Это климат не очень... похоже, это начало субтропика. Это не похоже, это начало субтропика. Вот посмотрите, пальмы, тропические растения. То есть то, что вы сейчас здесь видите, обычно это можно увидеть и зимой. Может быть, некоторые цветы, которые вот сейчас цветут, но зимой на этом месте цветут другие цветы. А в общем-то ландшафтный дизайн, он примерно таким же и остается. Приезжает к нам из Москвы, Московской области, Ленинградской области, из Ямало-Ненецкого округа. Для них, конечно, это экзотика. И дополнительно вот эти запахи, которые дарят нам такие тропические растения, они также очень приятны и оказывают положительный эффект в плане лечения и оздоровления. Гималайская соль, ты сейчас Гималайская увидишь. соль. Гималайская соль, которая испаряется во время нагревания сауны. Ого. Пожалуйста, проходи. Так, Вот там можно зафиксировать температуру, которая сейчас там. ничего. Здесь все мы приготовили
столик для чаепития. 57 градусов. Вот видите, какие у нас пациенты там находятся. Все очень комфортно для всех. Вот гималайская соль, Да. смотри. Она испаряется, и воздух насыщается именно ее микроэлементным составом. День почти подошел к концу. Он прошел очень круто, очень познавательно, оздоровительно. И на самом деле, то есть это не такой движ в плане тусовок, то есть, и как это называется, ну как бы какого-то такого отдыха, да? Это все-таки все равно испытываешь удовольствие от понимания правильности своих действий, то, что ты не просто там пришел потусить или просто отдохнуть, а то, что ты занимаешься и лечишь свой организм, и на подсознании, то есть неосознанно ты понимаешь, что это правильно, и это также дает энергию. Короче, ты чувствуешь себя спокойно. Я вот даже, когда вот только приехал, то есть у меня были переживания по работе, да, то есть, ну, всегда бывают проблемы. Сейчас тем более, вот в данный момент, и по бизнесу тоже. Но сейчас, когда я окунулся в эту атмосферу, то есть это все как-то ушло на второй план. То есть я понял, какие у меня проблемы есть со здоровьем, и то, что это реально, ну, важно. И я понял, что это главнее каких-то там задач, какого-то там бизнеса, карьерного роста, да. Многие даже предприниматели, бизнесмены говорят то, что, ну, самое главное — это здоровье, потому что если будет здоровье, да, то тогда будет возможность достигать своих целей. Поэтому 10 из 10, я считаю, очень крутое место, мне очень здесь понравилось, тут очень спокойно, очень круто. И самое главное, что Виктор и Татьяна, они лично сами здесь присутствуют, то есть основатели и владельцы этой клиники, да, и то, что есть возможность на данный момент как бы не только взаимодействовать, а то, что лично, да, сам Виктор Картавенко, либо Татьяна, они могут консультировать, они могут лечить, ну, как бы получать лечение от людей там с 50-летним опытом, да, 40-летним опытом. Я считаю, что это намного круче, чем многие там врачи, больницы, клиники и так далее. Да, не бесплатно, да, не дешево, но это реально того стоит. Поэтому я каждому из вас это рекомендую. Вот. Да, на самом деле зацените, как здесь круто. Море, солнце, горы. Спасибо, что были с нами. Вот, обязательно советую сюда приехать каждому. А если нету возможности, то вы можете пройти дистанционно онлайн-программу клиники академиков Картавенко и собственными руками самостоятельно решить свои вопросы полностью с позвоночником, шеей, с остеохондрозом и с внутренними органами. Потому что я сейчас до сих пор чувствую, как процессы запущены. Поэтому не болейте, будьте здоровы и будем на связи. До новых встреч!